Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно такое видео, оставайтесь со мной и, конечно, приятного вам просмотра. Сейчас 5 утра только. Я могла бы еще час поспать как минимум, но не знаю, плохо что-то я спала, постоянно ворочалась, решила встать, поделать дела. Сейчас положу в морозилку вот эти, типа патчи, положу потом на глаза, может как-то лучше будет, свежее взгляд. Вот, ушастик пришел доедать еду с утра пораньше. Кофе. Ну и сейчас буду умываться, просыпаться. Кофе там по таймеру сварится, когда ему положено, пока я там водичку попью. Вот. Как-то так. Думаю, что буду сейчас наносить на лицо. С утра сложно думается, но, пожалуй, гамаш вот этот сейчас от Новосвит. Кожа после него всегда такая классная, гладкая. А потом, наверное, нанесу вот эту маску от Organic Kitchen. Ее мне Аня дарила с вишенкой. Приятно пахнет. Так, имбирная вода, как всегда. Большую часть холодной воды добавляю. И сейчас надо включить чайник. И немного в конце горяченькой. Чтоб теплый напиток был. И каша. Поставлю варить. Подготовила овощи для супа: брокколи, лук, цветная капуста, морковь, помидор, горошек, фасоль. Грибы сейчас положу. 1 картофелина, немножко чеснока. Но никакой соли, никаких вообще специй, только вот чисто овощи, ничего другого. Сейчас это немножко буквально поварится, минут 15-20, и я все переложу в блендер-суповарку, уже там все будет измельчаться и тому подобное. Конечно, в микшер рецептов я все внесла. Так, и теперь буду делать себе бутерброд, завтрак, перекусы, потому что я сегодня еду в студию, потом предполагается прогулка, соответственно, нужно взять еду с собой. Все взвешиваю, записываю. В блокнот я говорила, я записываю так, чтобы просто потом перенести в калькулятор калорий. Просто неудобно всегда телефон туда-сюда дергать, руки вытирать. Вот. Поэтому мне так проще. Сейчас сделаю салат, и тому подобное. Потому что салат я, скорее всего, с собой возьму. Да и не только салат. Все, я уже блендер-суповарку включаю. Теперь уже она все сама сделает, все измельчит, все сварит, как положено. Я просто предварительно кладу в кастрюльку, потому что так быстрее. Потому что какие-то овощи больше варятся, какие-то меньше. Можно поставить и в мультиварке, то есть в блендер-суповарке программу другую. Но мне так проще. Сейчас помою посуду здесь, чтобы вечером не заморачиваться. Так, яблоко. Яблоко буду с собой брать. Тоже на перекус к чаю. Яблоки тоже надо взвешивать, естественно. Мои 2 контейнера, они абсолютно одинаковые, только цвет различается. Кладу салат, яблоко, гречку. Всегда одно и то же количество. Яблоки помельче нарежу. Остальной салат на вечер.
Тут у меня еще рыба будет с собой. Да, посуду только и моешь. Мой стандартный завтрак, как всегда. Так, ну и собираюсь. Сумка-холодильник. Здесь у меня один аккумулятор. 3 не ставлю, так как сегодня не жарко явно. Буду заваривать чай. Тут кабачки, рыба, салат, гречка. Вот. Так, я уже иду к метро потихонечку. Ну, в общем, погода, в принципе, хорошая. На мне, правда, такая куртка на зимняя, ну, вернее, она как, на холодную осень. Но это лишним не будет, поэтому нормально. Я вечно мерзну, так что хорошо. Продолжаю дорогу к метро, но на самом деле здесь близко. Хорошо у нас все приводят в порядок. Вот тут постоянно машины парковались, теперь они не смогут здесь парковаться. Насколько я понимаю, тут уже нормальная пешеходная зона. И можно ходить хоть рядом с домами, хоть здесь. Это прям радует, то что бывало у машин здесь, ну, было место для парковки, но и пешеходная зона была, но машины на пешеходную зону залезали. Приходилось вот здесь вот обходить по газону, а, например, дождик, если или снег, то сами понимаете, это не очень хорошо и удобно. Тут вот посадили много чего. Так, в этот раз я пришла пораньше, ученицы пока нет. У нас, скорее всего, будет, ну, в общем, кто-то вчера оставил ключи в студии, вторыми ключами дверь закрыли и забрали с собой, не сдали в то место, где они должны храниться. Дозвониться до этих людей, судя по всему, хозяйка студии не смогла, сама она не в Москве. И да, есть вероятность, что они все-таки оставлены где положено. Мы зайдем, спросим, но не факт. Я, конечно, негодую, нехорошо считать убытки, но тем не менее я потратила деньги на дорогу, слава богу. Я плачу вместо 44 26 рублей, но все-таки я потратила время, и я не заработаю. Моя ученица потратила время. Это ей еще придется сообщить об этом. Ну, она человек хороший и адекватный, но суть в том, что это очень неприятно. Когда в этом месте была другая студия, нам давали ключи на постоянной основе. И, в общем-то, таких косяков не случалось, и та студия рекомендовала нас. То есть мы клиенты надежные, но в итоге они сменили замки, и вот что получается, и, видимо, придется искать новое место, потому что я не готова нести по чьей-то милости такие убытки. Туалет в кофейне рядом, ключей нет. Мы с ученицей в парке Ходынское поле решили вместе наконец-то погулять. После посиделок в кофейне мы пили кофе, съели конфетку. Ну вот, и меня есть теперь кому поснимать немножко. Нам очень нравится на качелях качаться. Вообще мы шикарно провели время и еще сейчас проведем. Хотя, конечно, был один такой еще момент помимо ключей, но спасибо Юле. Все замечательно. Так, мы уже сходили даже в Ашан, пошопились немножко. Здесь нагулялись, попили чай, который я принесла из дома, съели яблочко. Здорово. Ну, у меня настроение поднялось. Я действительно поняла, что не нужно считать убытки, лучше считать позитивные эмоции. И даже еще один момент, который приключился. По сути дела, тоже у многих людей столько бывает в жизни проблем, а это просто, не совсем то, на что я рассчитывала, не совсем то, что я ожидала. Но это вообще не проблема, а если даже проблема, я сама виновата. Вот. Ну, с ключами, конечно, обидно.
Так, решила немножечко еще вам поснимать такую осеннюю красоту. Сейчас все здесь, вот, кто гуляет, снимают фото и видео, собирают листочки. И, конечно, я тоже не исключение, потому что, ну, невероятно красиво. И погода хорошая, правда, местами ветер, у меня мерзнут руки, но самой мне вообще тепло, хорошо, радостно, замечательно просто. Надеюсь, вам мое настроение передастся. В общем, все как-то сглаживается. У меня, кстати, еще был один момент, но он тоже хорошо решился, поэтому... И единственное, у меня еще ученица где-то, когда мы были в туалете, порезала палец немножко, как-то поцарапала сильно, но у нее был пластырь, так что все хорошо. В общем, я гуляю. Я уже перекусила тоже здесь. Замерзли у меня прям руки совсем. Поэтому надо, конечно, уже идти в Ашан, греться и купить то, что я собиралась. Просто когда мы были с ученицей в Ашане, мы для нее покупали. Я взяла себе одну вкусняшку, а она еще брала семечки птичкам. Набирала, потому что здесь дешевле. Я как раз предложила, говорю, пойдем, купишь там. Уточки. Тоже так, как им не холодно, бедолагам. Тут в зимней-то одежде как-то пробирает. Иду уже по направлению к Ашану. Ну, собственно, он здесь, рядом. Просто на выход иду уже из парка. И небо красивое, и деревья, вообще все шикарно. Так что наслаждайтесь вместе со мной. Тут еще выставка про огонь, типа огонь друг, огонь враг, как-то так называется. Ну, тут я ракету заприметила, сразу снимать. Ну, и я тут. В общем, все, выхожу из парка. Я вышла из Ашана, подошла к метро и решила идти в обратном направлении к Динамо. Мы с ученицей, собственно, до Динамо доехали, потому что у нее еще потом работа, и шли до ЦСКА. Ну, и я сейчас решила в обратном направлении, чтобы еще больше сжечь калории. Да, подземный переход здесь классный, чистый, светлый, тоже по нему идти очень-очень приятно. Мне он нравится здесь, комфортно. У меня тут покупочки некоторые. Сегодня мы и с ученицей, и вообще позволила себе вкусняшек, но я все оправдала за счет калорий. Когда я буду дома, у меня уже будет 22 километра пройдено и сожжено где-то 500 чем-то калорий, плюс я еще позанимаюсь на велотренажере, и думаю, в общей сложности у меня за день 600 калорий будет сожжено примерно, так что то, что я съела, это не страшно. Я подняла себе настроение, а так это ни на чем не отразится. Красивый вид, это как раз вот к Динамо. Впереди Петровский путевой дворец, и чуть-чуть пройти будет метро. Так что вот вам такая вечерняя прогулка. Здесь в основном я днем прохожу, обратно я сразу на ЦСКА вхожу в метро, поэтому такой вид, по-моему, я, если только год назад где-то снимала, как говорится, наслаждайтесь. Уже дома, вот как раз-таки салат, он так настоялся хорошо, перекусываю с огромным удовольствием. Теперь пью чай с яблоком. Сейчас покажу вам свои покупки. Их, в общем-то, было немного. Первое, что вы видите, это суповой набор для ушастика. Ну, здесь те же самые куриные спинки, правда,
Вот я, например, в Верном покупаю эту же марку, там написано набор для супа, здесь набор для тушения. Ну, это одно и то же, правда, в Верном почти 100 рублей, а в Ашане вроде как 90. А ихняя внутренняя марка каждый день стоит 99, но ее не было. В общем, не суть. Главное, купила и купила, потому что в любом случае это необходимо. Также взяла гречку. Гречка это хорошая, 57 рублей стоит. Ну, здесь, правда, 800 грамм. Я иногда беру в Верном, иногда беру в Ашане. В принципе, и там плюс-минус одинаково. Там просто 60 чем-то рублей за 900 грамм, а здесь 57 за 800 грамм. А вот в пятерочке я брать гречку перестала, потому что там тоже 900 вроде как грамм, но ценник уже 75 рублей, ну как бы нет. Это уже как-то не очень. Тем более, что гречка у них стала отвратного совершенно качества. Нет, хотя, может быть, сейчас что-то и поменялось, не знаю. Также я взяла вот такой сыр в этот раз. Он снова стоил 99. Я не знаю, от чего это зависит. Хотя, в принципе, ну, как бы там не было никаких скидок. Сыр хороший, мне нравится. Насчет всяких... Ну, в общем, насчет состава... Ну, кому это очень важно, вот можете почитать, поставить на паузу. Он, понятное дело, не самый лучший, но и не самый паршивый. И также я взяла какао-порошок марки «Каждый день». Качество данного порошка, данного какао, мне нравится значительно больше, чем вот этот золотой ярлык. Хотя, казалось, это уже классика такая. Но я вот как-то попробовала, решила взять вот этот, и я поняла, что по вкусу гораздо лучше. Вот намного качественнее, по крайней мере, ну, я не знаю, раньше золотой ярлык, правда, был, ну, была хорошая марка. Ну, вернее, хорошее какао, да? А потом мне перестало нравиться, хотя, в принципе, какао я очень редко пью. Ну, преимущественно потому, что я не молочный человек, а так вроде бы тоже неинтересно пить. Хотя, когда я все-таки какао употребляю, то использую сухие сливки. Вот сухое молоко мне не нравится, оно сразу как-то так, в общем, плохо себя ведет, а сливки нормально. Но сейчас я как бы на такой... Ну, считайте уже, поскольку лечебное голодание это только такими моментами, да, то сейчас по факту, ну, можно сказать, даже сушка идет. Но, тем не менее, побаловаться утром иногда можно. Потому что, когда я вот вчера выходила из лечебного голодания, то я, чтобы не бить кофе по желудку, да, как бы я делала глоток молока и потом глоток кофе. Но сейчас мне так делать не хочется. И молоко, какое бы оно классное ни было, я пить просто так не хочу, поэтому взяла. Здесь калорийность на 100 грамм продукта 273 калории. Ну а если я буду делать маленькую самую порцию, там 1-2 чайные ложки, вот, то это примерно 10 грамм, вообще нормально. И сделано тут все по ГОСТу. Ну, в общем-то, это все покупки были. Я уже суп-пюре пришла, перелила в кастрюльку, немножко прокипятила, потому что, ну, мало ли что. Ну, я имею в виду, что я как бы в этой кастрюльке сначала доводила до кипения овощи, потом вылила в блендер-суповарку, уже вариться полноценно. Ну и, соответственно, когда я выливала обратно уже остывший суп, то логичнее это прокипятить. А так, пока я гуляла, я суп отнесла на балкон, у нас он застекленный, но как бы двери всегда открытые в комнату, поэтому там
весьма комфортно находиться, но при этом все-таки не жарко. И зимой что-то можно туда вынести. Да и сейчас тоже, потому что у нас и не жарко, и не холодно. День, конечно, прошел очень интенсивно. Начался в 5 утра, и сейчас уже почти там час ночи, хотя я стала, в общем, стараться ложиться нормально, но это еще как бы адекватное время. Я сейчас уже пойду лягу, я приняла душ. Я, кстати говоря, еще сделала, так сказать, заезд на велотренажере где-то на 150 калорий, то есть я молодец. То, что мы посидели с ученицей в кафешке и все такое, я отработала сполна. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, настроения и вдохновения во всем. До скорой встречи, пока-пока.